Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на канале Карева «Жизнь на Кипре». Все уже знают, что мы живем в районе Кирении в городе Алсаджак. Для меня это самый лучший, самый живописный и самый комфортный район для проживания. Я всем рекомендую наш район для проживания, а также для инвестирования. Здесь хорошо квартиры сдаются на долгосрочную аренду, также не будет проблем сдать и на краткосрочную аренду. Я хочу для вас снять как можно больше объектов недвижимости, которые построены в нашем районе, а именно виллы, новые и не очень, также квартиры, новые и вторичное жилье. Сегодня вашему вниманию я хочу показать квартиру в новостройке, которая расположена в нашем районе, от нашего дома 1 минута. Здесь в пешей доступности магазины, салоны, школы, детская площадка, парк и прочее. Здесь очень классное, красивое месторасположение. Эти дома построены в таком современном стиле. Также я познакомлю вас с девушкой, которая купила квартиру в одном из этих домов. Пойдемте посмотрим, какие тут квартиры. Покажем вам сегодня квартиру, которая располагается на 3-м этаже, 2+1. Любую. Вот заходим в любую квартиру. Такой большой коридор, здесь холл, деревянная дверь. На входе нас встречает большой шкаф-купе. Он просто огромный, он разделяет прихожую с гостиной. Далее мы проходим и попадаем в огромную гостиную, в которой располагается кухня, такая барная зона с островом и зона отдыха. Здесь ставится диван, вешается телевизор и вот такие окна в пол с таким бомбическим видом. Вы только посмотрите, какой вид! Квартиры с видами красивыми уже все распроданы, к сожалению. Но еще одна осталась. Очень много света в квартире, потому что много окон. На полу плитка симпатичная, кухня такая под дерево, тоже симпатичная. Бытовую технику покупайте и живите. Покажу вам террасу. Такая огромная терраса у всех квартир. Именно в этой вот вид на море. И с другой стороны потрясающий комплекс Милос любимый. И с другой стороны потрясающий вид на горы. Очень большая терраса. Это как еще одна комната. Кстати, моя соседка живет летом на террасе. Можно с комнаты, со спальни и с гостиной выйти на террасу. Проходим дальше и покажу вам, какие комнаты есть и санузел. Так, здесь санузел, здесь будет душевая кабина, умывальник, унитаз. Санузел небольшой, скажу сразу, такой достаточно компактный. И 2 комнаты. Вот заходим в одну комнату. Здесь есть встроенный шкаф-купе, окно в пол, достаточно много света. Вот в этой квартире виды, конечно, просто шикарные. И ничего не перекроет. Потому что здесь такое, как овраг, там точно не будет строительства. Ну, здесь ставятся столы, кровать, 2 кровати, у кого 2 ребенка. И пройдем дальше. Это можно сделать вот спальню хозяйскую. Тут тоже встроенный шкаф-купе и 2 больших окна с выходом на террасу. Много света, очень приятные ощущения в квартире. Тоже вешаются шторы, либо жалюзи. Вообще не хочется вешать шторы в такой красоте. Я бы такие жалюзи, которые вот день-ночь вешала, или которые можно поднять легко.
И выходим на террасу, все просыпаетесь, и вот такой вид. Ну и вишенка на торте – это терраса. Для каждой квартиры, которая расположена на третьем этаже, полагается терраса с прекрасными видами. Она огромная. Здесь можно расположить все, что угодно. У нас на террасе столы, кресла, зона барбекю, сушилка. Очень удобно. Вот с таким классным видом. Виды очень красивые. С одной стороны горы, а с другой стороны море. И вот еще с этой террасы покажу вам виды. Я очень люблю ночью выходить на террасу и любоваться звездами. Они здесь очень красивые. Внизу этого комплекса бассейн. Уже наполняют. Я так понимаю, проверяют на утечку воды. Вот впереди находится вот мой любимый комплекс Милос. Между этим комплексом и Милосом такой овраг. Там теннисный корт, поэтому не пройти. Хотя, может, сделают тропы люди. И вот такой вид там на море, кусочек моря. Вот так выглядит дом уже, почти готов к заселению. В этом доме уже устанавливаются стеклянные на террасе ограждения. Он установлен на втором этаже. Хочу познакомить вас с ребятами, которые купили в данном комплексе себе квартиру 2+1. И сейчас мы находимся у них на террасе. Да, это наша терраса, это наши горы. Ну, там уже наше море. Это Руслан и Эльвира. Эльвира. Ребята приехали из Сочи. Расскажите пару слов, ребята, о себе. Как вообще у вас такая мысль пришла купить недвижимость на Северном Кипре и для каких целей? Ну, для каких целей? Мы несколько объектов недвижимости купили на самом деле. Вот эту квартиру мы купили для жизни, мы будем здесь жить, потому что нам здесь нравится, здесь красиво, здесь рядом школа, в которой учатся наши дети, английская частная школа. Солнце, море, горы, что нам еще нужно? Вкусная еда тоже здесь есть. В общем, все есть, поэтому мы здесь живем. Это квартира для жизни. И, конечно, мы еще купили одну квартиру, которую мы приобрели с целью инвестирования, но это другая история. Да, это в другом районе, другая история. Вот. Мы переехали из города Сочи. Почему? Потому что нам здесь нравится больше. Потому что в Сочи прекрасный город, но слишком дорого стало все на самом деле. И квартиры, и жилье, и снимать, и покупать. Честно говоря, здесь рынок позволяет за вменяемые деньги купить прекрасную квартиру, и дети будут ходить в хорошую школу. Вот таких я хороших соседей себе нашла. Они вообще живут в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Я же вам говорю, тут вся развитая инфраструктура. Верьте, Юле. Да, на самом деле инфраструктура здесь очень развита, и именно конкретно в этом регионе есть и образовательные учреждения, и медицинские, и дорогие пятизвездочные отели, казино, все, что вы хотите. В принципе, здесь есть. Я даже не знаю, почему люди до сих пор здесь не живут все. В этом доме осталась, прошу заметить, одна квартира на 3-м этаже вот с таким бомбическим видом. Одна квартира на 2-м этаже и одна квартира на 1-м. Она такая недорогая, но там вид не особо, я вам ее не снимаю. Но кого интересует предложение, вы, пожалуйста, пишите, звоните. Мы вам все расскажем и доложим. Спасибо ребятам. Мне приятно вообще, что у меня такие соседи. Приятно с вами познакомиться. Я надеюсь, что скоро мы на этой террасе будем жарить шашлык, танцевать. Да. Так и будет. Подписывайтесь на наш канал и прилетайте к нам. Welcome. Все, пока-пока.